Всем привет. Ты тоже привет, говоришь, да? В общем, ребята, это мой первый обзор. Речь пойдет о доме. Вот, все-таки сбылась наша мечта. Мы купили свой дом. Он не маленький, 110 квадратов. Вот. Купили его за 1,5 миллиона рублей. И о нем сейчас хочу рассказать. Пойдемте, в принципе, посмотрим. Дом, получается, у нас идет на 2 хозяина. Вот, общая площадь у него 110 квадратов, и общая площадь земли здесь 4 сотки, конечно, немного, но, в принципе, для небольшой семьи хватит с головой. Ну, крыша, в принципе, у нее еще бодрая, нормальная, она новая, правда, шифер еще волновой, такого старого образца, окна везде у нас пластиковые. Здесь зона цветов, в дальнейшем я планирую сделать веранду. Возможно, здесь поставим еще баньку и бассейн, если дадут, позволят средства, как говорится, и будут силы. Здесь я планирую это окно вниз опустить, сделать панорамное и сделать дверь-выход. Здесь, кстати, с этой стороны у нас будет кухня-гостиная. Тут даже розы цветут еще. Классные, пахнут. Так, здесь у нас двор получается. Двор такой длинный. Вот. Это у нас окно на ванну, выход. Здесь тоже цветы есть немного. Так, здесь зона у нас получается. Тут в дальнейшем, в принципе, сделаю какой-нибудь сарай. Пристройку сделаю, мастерскую, наверное, какую-то. Здесь уличный туалет, наверное, поставлю. Ну, надо будет все облагородить, конечно, сделать нормально. Это был старый душ. Тоже нам будет убрать его. Так, здесь у нас гараж. Гараж временный. Здесь, конечно, хлам. Вообще все забито, потому что это у нас только второй день сейчас получается. Все завалено, извините за беспорядок, здесь все надо будет разложить по полочкам, все посмотреть, что ненужное выкинуть. Тут еще от старых хозяев много что осталось. Окна старые, еще с дома. Ну, это потом, в принципе, покажу вам. Вот. Здесь навес такой. Здесь тоже, получается, навес идет с поликарбоната. Такая, типа, летняя зона отдыха, наверное, была. Качельки. И получается здесь тоже такая зона небольшая, треугольной формы, участочек небольшой, мангал. Ну, можно будет тоже облагородить, все культурно сделать, возможно, навесик, ну, чтобы все здесь грамотно было. Все, и вход у нас получается в дом, входная дверь. Ну и все, пойдемте посмотрим, как там. Так, это был коридор. Все, теперь пойдемте я покажу вам кухню нашу. Вот, ну, она в дальнейшем будет уже гардеробная, мы будем ее переделывать. Вот, сейчас тут более-менее порядок. До этого тут вообще был завал, дурдом. В общем, пойдемте я покажу. Так, в общем, что, я повесил, поставил старые шкафы. Вот, чуть дальше будет видео, посмотрите, как это все вешал, ставил, заносил. В принципе, пока сейчас есть, это небольшой маленький обеденный стол. Это столик Леркин. Вот, а мойка. Газ-плита поставили, чтобы готовить. Шкафчик небольшой, холодильник. Микроволновку привезли, вот, чтобы греть. Все, она, в принципе, не большая, эта кухня. Вот, в дальнейшем, вот, после ремонта здесь будет гардеробная. Гардеробная комната. Соответственно, что произойдет? Этот проход будет залаживаться. Здесь в углу метр ширина будет проход. Новый делать, прорубываться. Здесь стена не несущая, если что. Если вдруг там что-то кто-то будет этовать, труба эта газовая будет убираться. По проекту нового она будет переноситься в другую комнату, кухню-гостиную. Вот. Все. Здесь на этом все. Соответственно, полы. Все нужно будет делать полностью. Здесь, видите, деревянные есть перекрытия. Отопление, опять же, оно старое, трубное, трубы большие. Вот видите, здесь как бы, ну, не все есть хорошо, культурно.
говорится, вот по потолку идут громадные трубы. Как бы меня это не устраивает. Вот, все это буду убирать, делать теплые полы. Так, это вторая комнатная. Она сейчас у нас получается проходная комната. Вот, здесь она не маленькая, порядка, по-моему, 19 квадратов. Потолки здесь у нас высокие. Вообще во всем доме высокие потолки. Мне это вообще очень нравится. Потолки 3,20. С учетом того, что везде полностью нужно будет под лазер уровень выбить мне пол, посмотреть уровень, перепад. Потом я полностью все залью. Это, где будут теплые полы, где коммуникации. Все, короче, спрячу туда, в пол. Так, эта комната небольшая. Так, в дальнейшем здесь, ну как не больше, 20 квадратов, нормальная комната. Да, Зай? В дальнейшем здесь будет спальня детская. Ну, не спальня, детская комната будет. Это будет Леркина комната. Вот, для девочки будем делать. Так, сейчас я вам покажу ее. И расскажу, что будем делать. Да, кстати, в этой комнате еще имеется подвал. Сейчас я вам потом его покажу. Так, ну, соответственно, я его, конечно, буду залаживать. Что здесь мы будем делать? Здесь мы будем делать, вот где дверной проем кончается, чуть отсу будет, и здесь будет полностью стена, возводиться стена до потолка. Полностью закрываться здесь будет входная дверь, соответственно, та заложится, здесь станет отдельная спальня. Здесь будет отдельная спальня. Так, пойдемте сюда, в санузел я покажу. Эта стена у нас получается со стороны, сейчас где кухня находится. Вот этот коридор получается. Мы его здесь сделаем, прорубим стену, здесь будет проход. Получается будет гардероб, оттуда проходная сюда, здесь будет санузел. Здесь, кстати, сейчас он раздельный. Здесь у нас такой убитый туалет, конечно, душманский. Конечно, все надо делать полностью. Здесь все стены кривые, все полы, трубы, отопление, коммуникации. Ну, я же говорю, здесь вообще как бы кошмар, да? Здесь такая непонятно, что было. Ну, тут полки хранили порошки, вантусы, пантусы. Короче, потолок здесь тоже ушатанный. Вот, стена, что хорошо, здесь стены не несущие. Вот, и, соответственно, вот эту перегородку я буду убирать. Эта дверь будет убираться, здесь залаживаться кирпичом. Соответственно, и санузел будет у меня объединяться. Вот эта стена, соответственно, уберется. Здесь окно световое. Оно раньше, его заложили было больше. Я хочу его чуть пониже опустить, вот так, до этого уровня. Здесь пойдет инсталляция. Красиво все упакуем. Вот, это уже стиралку поставили, не было ничего. Это ванна. Здесь она уберется. Угловая ванна поставится. Отопление тоже это все будет убираться. Потому что, ну, видите, да, что это некрасиво все. Все, это будет ванна. И, соответственно, здесь у нас кладовая находится. Ну, раньше, я не знаю, здесь кладовка, скорее всего, была тоже под вещи какие-то, что-то. Здесь, соответственно, все это уберется, стены выровнятся. Сюда коммуникации прикинутся. Здесь я планирую стиральную машину установить. И супруга попросила, она закажет, здесь делает красивые полки. И здесь все так облагородит культурно. И, наверное, под потолок я сделаю бойлер большой, я сюда повешу. Потому что газовая колонка мне вообще не устраивает. Сделаю большой бойлер, вот, чтобы горячая вода шла сюда на ванну покупаться. И с этого бойлера пойдет в кухню-гостиную на умывальник. Так, ну где посуду помыть. Так, в принципе, здесь все по санузлу, здесь все. В принципе, рассказывать нечего. Так, что у нас еще осталось? У нас осталась кухня-гостиная и наша спальня. Сейчас пройдемте, я вам покажу. Покажу я вам подвал. Я же вам подвал хотел показать. Сейчас я вам покажу. Конечно, он классный, но он мне такой не нужен. Ну, в принципе, он такой нужен, но там он не нужен, там неудобно будет. Потом, если захочу, я где-нибудь отдельно его сделаю. Сейчас еще тапочки возьму, потому что там грязновато. Сырости вроде таковой нету. В общем, сейчас посмотрим. Сейчас я свет включу. Главное этот не уронить.
фотоаппарат, камеру. Вот. Кто-то любит такие вещи. Запашок, конечно, здесь такой. Смрад стоит. Так, это бетон. Бетонное основание. Ну, в принципе, он маленький такой, где-то 1,20 м на 2 метра где-то. А что здесь? Старые бутылки. Плесень, конечно, грибы. Это что-то похожее на... Блин, не помню, как это называется штука. Рыболовная. Садок есть, а еще есть этот, когда рыба заходит, ставится как ловушка и обратно выйти не может. Здесь стеллажи такие. Так, ну тут полки, все старье такое лежит. Даже не знаю, что тут. Старые тазики какие-то, инструменты непонятные. Сейчас попробую. Короче, этот не получилось у меня фонарь завести, не знаю, что-то у меня сдох он. Может батарейка, может еще что, может уже все, срок годности истек егошний. Вообще хороший был он, водонепроницаемый, подводный. Вот. В общем, здесь что у нас? Стеллажи, 2 стеллажа. Здесь хлама, конечно, стоит. Не знаю, что здесь. Всякие штуки-дрюки, да? Не знаю, это сепараторы, что ли. Старые вещи. Счетчики, водяные краски. Такое бытовое все. Все это надо будет выкидывать. Хотя что выкидывать? Это все мусором. Ну как мусором? Строительным, наверное, все засыпется, наверное, и зацементируется. Вот. А так тут все монолитно, смотрите, как залито. Здесь вот перекрытие, вон оно какое толстое получается. Вот моя рука. Вот она. Почти в локоть. Ширина сантиметров 40, наверное. В общем, вот так. Подвал добрый. Но нет, нам он не нужен. Так что надо будет его засыпать. О! Узкий, правда, он. Так, ну и все, осталась последняя комната. Нет, не последняя, еще их осталось 2, там еще маленькая. Это у нас будет будущая кухня-гостиная. До этого, я так понимаю, это был зал. Но он громадный, не знаю, для кого как. Он у нас получается 35 квадратов. Блин, у нас в Сочи квартира такая была. Но если добавить еще 5 квадратов, была у нас квартира 40 квадратов, да. А здесь только один зал, 35 квадратов. Здесь, конечно, все завалено. Тут стоят коробки громадные, вот это коробки. Где-то столы и столики мы уже поставили временно, там, чтобы уроки делать, заниматься, работать. Так, блин, что-то села батарейка, я поменял. В общем, говорю, временно, пока, я же говорю, столики поставили, там шкафы кое-какие, пока более-менее, там, чтобы вещи какие-нибудь закинуть, потому что, ну, вещей очень много. Много вещей еще запечатанных, упакованных, техника вся, мебель, что мы покупали, она еще стоит вся упакованная. Вот. Почему мы так сделали? Потому что начали подниматься цены, очень сильно начали расти цены на технику, на мебель вообще, ну, доллар начал расти, и, соответственно, мы решили, пока есть деньги, пока есть, как говорится, потом, если цены взлетят, потом от этих денег ничего не останется. Вот. Поехать купить технику, мебель, в принципе, мы не прогадали, вот мы сейчас купили, прошла неделя, цены поднялись, где-то, ну, мы 1060-70 выгадали, это нормально. Так, у нас здесь пару матрасов кинули, детям вообще нравится, по кайфу здесь играться. Кинули телевизор большой, привезли, пускай смотрят мультики. Вот палас коврик кинули, пока более-менее, чтобы им тепло было. Вот, все, в принципе, здесь, что у нас здесь в дальнейшем, у нас здесь планируется кухня на всю стену, там будет холодильник стоять. Здесь мы к этой стене кинем диван. Вот, и здесь стол посередине. Хотели сначала туда телевизор повесить, но тогда он будет загораживать, стол будет его загораживать, и не совсем комфортно будет тем, кто будет сидеть на диване. Это за то окно, говорю, что оно будет панорамное, мы его вниз опустим, сделаем дверь, и тут у нас будет второй выход.
вот на террасу, там в дальнейшем будет терраса. Ну а здесь, соответственно, мы здесь кинем либо тумбу навесную, повесим телевизор, в общем. Вот такие дела. Так, ну и все, там последняя комната осталась, она самая маленькая из всех этих комнат, она у нас получается 10 квадратов. Ну, здесь до этого, скорее всего, детская была, потому что она так вот, видите, оформлена, все в таких этих. Вот, сейчас тут маленькая наша спит. Ну, тут, в принципе, ничего по ней такого сказать нету. 10 квадратов, они и в Африке 10 квадратов. Все, ну тут, соответственно, то же самое, все будем убирать, батареи убирать, все полностью переделывать. Надо готовить проект. Сейчас по проводке уже, в принципе, все. Ну, полы, видите, все убитое, все ушатано. Так, может, если я показываю, может, вы так и не поймете, какое состояние дома, да, это самое. Но на самом деле тут полы полностью ушатаны. Стены нужно делать, стены кривые. Отопление менять нужно, как бы это уже не совсем так нравится мне это. Вот, дверные проемы тоже нужно будет менять, я еще не знаю, потому что полы подымутся, и дверные проемы, соответственно, нужно будет как-то двери вставлять, потому что здесь старые двери, они сейчас двухметровые, вот, соответственно, мне нужно смотреть, какое здесь перекрытие, какая здесь балка или плита, что лежит, как я смогу выдолбить, вот, под стандартные двери, они, по-моему, 2,20 сейчас идут. Где моя девочка? Иди ко мне, иди мой бутус мой. А, где моя? О, гулю, да. Сейчас пока кроватку сюда поставить. Ой, скажи привет. Мы встали, да? В общем, все. На этом, в принципе, я все показал. Работы очень много, очень. Все нужно будет делать, менять полностью водопровод, канализацию, проводку, потому что дом ушатанный. Тем более это даже считается как квартира на земле. Я вообще за эту цену искал дом, но я ничего не нашел, потому что все было ушатано, реально все сыпалось, стены сыпались, там фундамент весь треснутый. Просто, ну, за эту цену вообще я реально ничего не мог найти. Там цены начинались там более-менее от 2,5 миллиона, 3 миллиона. Опять же, ну, было и с ремонтом, но ремонт хотелось свой, поэтому как бы за этот бюджет мы рассчитывали, плюс нужно было немного средств оставить на определенно на ремонт. Вот. Да, Малек? В общем, все, я вам показал весь этот дом. Вот. В общем, что нужно работать. И все. И кому понравилось, конечно, будем рады вас видеть. Может, чем-то подскажете в ремонте. Вот, правильной мыслью. Поэтому я же говорю, ремонта много, опыта у меня такого сильного нету, как бы, ну, была до этого квартира, я ее ремонтировал сам, вот, а такие какие-то сложные проекты, может, возможно, коммуникации по электрике, в принципе, это нужно будет советоваться со специалистами, вот, возможно, вы там что-то подскажете, будете знать, вот, поэтому рады будем знакомству, вот, общению, поэтому всем спасибо за просмотр, вот, кому интересно, оставайтесь с нами. Вот. В дальнейшем у нас будет очень много чего интересного. Да, Малька? Все, пойдем кусать. Да? Пока-пока. Всем пока. Хорошего дня, не болейте. Вот. Все, увидимся еще.